Смотрите, как все это работает. Все вокруг есть энергия. Мы часть энергии. Все, что нас окружает из предметов, это переведенная в материальная энергия. Вот это мы, я. Вот это физическая оболочка, наше тело, наша бытность, наше существование, наши обстоятельства, которые нам либо предложены, либо навязаны. Здесь немножко о другом. Вот есть я, есть мой разум, есть мое понимание, представление, мое знание и все остальное. Опыт, здесь вся та тема. Если так получается, что мы живем, завися от мнения других, то есть любое наше действие, любое наше проявление мы примеряем не к своему ощущению, а к тому, что скажут про нас, как скажут про нас, угодим мы кому-то, не угодим, нравимся мы, не нравимся, осудят, не осудят, и все в этой теме. Если так получается, что мы тщательно и длительно пытаемся экономить, урезая себя, урезая своих родных и близких в излишних, как сказать, тратах. Суперэкономия, гиперэкономия. А то еще, возможно, живем для того, чтобы, работая, подумать, где еще подработать, для того, чтобы погасить наши очередные долги или наши кредиты, или наши какие-то обязательства, которые навязаны нам извне. Если так получается, что мы живем и, ставя перед собой цель, пытаемся доказать кому-то или убедить кого-то, что мы сейчас вот-вот и покажем, мы сейчас вот-вот и кого-то уткнем, докажем, что мы не то, что есть на самом деле, а гораздо лучше, гораздо важнее. Если так получается, что в любой конфликтной ситуации для того, чтобы сгладить негативные моменты, для того, чтобы уйти от желания копить обиды или не угодить кому-то, мы нацепляем на себя лицемерную маску, и эта маска практически уже приросла к нам, что мы не осознаем, в каком мы месте есть здесь и сейчас, или в том сценарии, который предложен нам обстоятельствами. И здесь неважно, начальствующий это или родитель это, или наставник это. Неважно, мы не являемся собой, мы не можем допустить заявить о своем мнении. То есть у нас есть сценарий, предложенный обстоятельствами или предложенными сильными мира сего. Если мы четко понимаем, что вот сейчас пройдет какое-то время, и мы, дождавшись чего-то, готовы приступить к новому, готовы приступить к идейному какому-то развитию, к росту, к обучению, или вот-вот-вот мы дождемся условий и получим это. Уверяю вас, вибрации наши будут понижаться с каждым разом все больше и больше. И мы потеряем даже то, на чем усердно пытаемся длительное время экономить. Если так получается, что мы, какие бы жопные истории ни предлагались нам жизненными моментами, в состоянии выделить свою точку зрения и смело заявить об этом, не в конфликте, а просто сказать: со мной так нельзя, или меня это не устраивает, у меня есть свое видение и свое понимание. Если мы в любой гипер-супер экономии готовы хоть какую-то часть уделить себе и своим близким для того, чтобы не тратить все это только на погашение долгов. Если мы готовы принять себя любым и не выявлять какие-то негативные темы в себе, вокруг себя, а просто принимать и знать, что все, что происходит, происходит к лучшему. Если мы в любой конфликтной ситуации осознаем, что каждый человек имеет право на свое мнение, и оно не обязательно должно быть схоже с нашим, не обязательно должно быть созвучно с нашим мнением и видением. Если мы готовы обучаться, заметьте, здесь обучение не обязательно сидение за партой. Здесь желание просто впитывать все, что происходит с нами, и акцентировать на своих положительных эмоциях. В этой ситуации наши вибрации поднимаются, и нам будет дано все больше и больше.
Но знайте, что та тема, которая муссируется в интернете многими практиками, специалистами, лжеспециалистами, что якобы повтори чуть ли не миллион раз «благодарю тебя» и благодарность будет принята, она не работает, потому что благодарность – это есть не что иное, как эмоциональное ощущение радости, присутствия и счастья. Только эмоции в состоянии показать, в каких вибрациях мы находимся, в минусе или в плюсе. И каждый из нас в состоянии определенно решить, в каком направлении развиваться и пребывать. Берегите себя.